История начинается с Атаку по имени Сата Кадзума. Однажды он купил новую игру, но по пути домой он увидел девушку, которую чуть не сбил грузовик. Увидев это, Кадзума тут же спас ее и умер после спасения женщины. Затем он встретил богиню по имени Аква. Она смеялась над Кадзумой, который нелепо умер. Оказалось, что он умер от шока, подумав, что трактор – это грузовик. Мало того, он еще и помочился в штаны. Даже врачи не сдержали смех, увидев Кадзуму, который был просто смешон. Тогда Аква предложила ему вернуться к жизни в другом мире. Мало того, Аква также дает ему такую возможность, как принести какое-нибудь мощное оружие или способности, чтобы ему было легче выжить в том мире. Кадзуму раздражало поведение Аквы, поэтому он выбрал Акву, чтобы ее взять с собой в другой мир. Затем появляется другая богиня, заменяющая Акву, а Аква уходит с Кадзумой в другой мир. Однако, когда они попадают в другой мир, они становятся бездомными в стартовом городе, потому что у них нет денег и нет особых способностей или навыков. Мало того, Аква, которая была богиней, была совершенно бесполезна. Аква получает милостыню от секты богини Эрис, хотя эта богиня ниже по уровню, чем Аква. Поскольку у них уже есть деньги, они регистрируются, чтобы стать авантюристами в гильдии. Во время проверки статуса статус Кадзумы был очень слабым. Зато интеллект и удача очень высоки. Хотя Аква имела могущественный статус, ее интеллект и удача были очень низкими, близко к нулю. Несмотря на это, способность Аквы стать сильным архиепископом есть. На следующий день их приключение начинается, но все идет не так, как ожидалось. Потому что Кадзума становится строителем и каждый день усердно работает. Потом они жили в конюшнях, потому что не могли снять гостиницу. Затем Аква пригласила Кадзуму выполнить миссию по победе над 5 гигантскими лягушками за 3 дня. Но им пришлось нелегко бороться с жабой. Даже та лягушка Акву проглотила, но лягушка не двинулась с места, и Кадзума смог ее победить. После этого тело Аквы стало грязным и вонючим и атаковало жабу. Но это не сработало, и Кадзума снова ее спас. В конце концов, они смогли победить только 2 лягушек. После этого они хотят добавить членов партии, чтобы увеличить боевую мощь для выполнения миссии. На следующий день к ним хочет присоединиться высокопоставленная волшебница по имени Мегумин. Они сразу продолжили предыдущую миссию по победе над 5 гигантскими лягушками. Затем Мегумин применила мощную магию взрыва. Однако после атаки у Мегумин закончилась магическая энергия, и она не могла двигаться. В результате Аква и Мегумин съедаются лягушками. Тем временем Кадзума победил 2 лягушек, и они выполнили миссию по победе над 5 гигантскими лягушками. Затем Мегумин объяснила, что она может использовать магию взрыва только 1 раз в день. Она знала, что Кадзума считал ее бесполезной и хотел выбросить. Поэтому Мегумин настояла на том, чтобы ее приняли в команду Кадзумы. Тем временем женщины, увидевшие их покрытыми слизью, подумали, что Кадзума что-то сделает с ними. Мегумин воспользовалась ситуацией так, что ее приняли. После этого он вернулся в гильдию и заработал деньги после выполнения миссии. Потом была женщина-рыцарь, которая встретила Кадзуму. Ее звали Даркнесс, и она хотела присоединиться к группе Кадзумы. Увидев Даркнесс, Кадзума был уверен, что она была мазохисткой, которую невозможно было спасти. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. На следующий день Кадзума хотел освоить новый навык, тогда женщина предложила Кадзуме воровские навыки. Женщину зовут Крис. Кадзума также принял предложение. Затем Крис показала свой навык кражи, чтобы Кадзума мог овладеть этой способностью. Кадзума купил этот навык за очки навыков на карте Искателя приключений и немедленно применил кражу на Крис. Неожиданно у Кадзумы появилось что-то экстраординарное, и Кадзума гордился своими способностями. Мало того, Кадзума также показал Акве свой навык воровства с помощью Мегумин. Итак, Кадзума получил трусики Мегумин. После этого в городе поднялся шум, и Искателям приключений было предложено направиться к городским воротам. Оказалось, что на город налетела капустная буря. Вот они охотились за капустой, а одна капуста стоит 10 тысяч. Даркнесс явно нравилось попадание капусты. Тем временем Мегумин произвела взрыв. Так что ей удалось за одну атаку победить много капусты. Мало того, Кадзума охотился на оставшуюся капусту с помощью воровского навыка. После всего этого Аква и Мегумин приняли Даркнесс как член их команды.
На следующий день Кадзума получает много денежных наград после охоты на капусту, потому что ему очень повезло и он добыл много редкой капусты. Итак, Кадзума купил кое-какое снаряжение, чтобы стать настоящим искателем приключений. Но миссий для начинающих искателей приключений нет, только сложные миссии остались. Это произошло потому, что один из генералов короля демонов находился недалеко от этого города, так что слабые монстры вокруг спрятались. Затем, поскольку у них не было никаких миссий, Кадзума сопровождал Мегумин для практики магии взрыва. Они атаковали заброшенный замок каждый день, но они не знали, что в этом месте находится генерал короля демонов. И они вдвоем ежедневно применяли в замке магию взрыва. Несколько дней спустя генерал короля демонов появился перед воротами города, его имя Бельдия. Он был в ярости, потому что два безумца использовали взрывную магию в его замке ежедневно. Мегумин смело выступила против Бельдии, и даже Аква тоже хотела его победить. Тогда Бельдия набросился на Мегумин с проклятием, но Даркнесс защитила ее, и проклятие поразило ее тело. Бельдия попросил Мегумин прийти в его замок, чтобы снять проклятие Даркнесс. Тем временем Даркнесс подумала, что Бельдия хочет отвезти ее в замок и играть с ее телом. После этого Бельдия немедленно ушел, а Аква легко сняла проклятие Даркнесс, чтобы Мегумин и Кадзуме не пришлось идти к Бельдии. Тогда у них осталось мало денег, поэтому они взялись за высококлассные миссии, а именно очистить озеро, чтобы крокодилы держались подальше от озера. Поскольку только Аква может очистить озеро, Кадзума запер Акву в железной клетке, чтобы крокодилы не могли напасть на нее, пока Аква очищала воду в озере. В конце концов, Аква подверглась нападению множества крокодилов, и она использовала все свои силы, чтобы очистить воду озера. В то же время Кадзума и остальные наблюдали издалека. Через 7 часов озеро стало очень чистым, а крокодилы исчезли. Однако после завершения миссии у Аквы случился психический срыв. С другой стороны, есть еще одна реинкарнация по имени Мицуруги Кюя, и он стал героем в этом мире, потому что у него есть проклятый меч Грам, который раньше дала ему богиня Аква. Благодаря этому Кюя может победить дракона одним ударом. После этого он встретил Акву в городе. Зная, что Кадзума привел Акву в этот мир, это разозлило Кюю, но Кадзуму это не волновало. Затем Кюя вызывает Кадзуму на дуэль из-за Аквы. Кадзума немедленно нападает на него, и он легко побеждает. Тем временем две женщины из той же группы, что и Кюя, называют Кадзуму трусом. Почувствовав раздражение, Кадзума отпугнул их своим навыком кражи. На следующий день Кюя хочет забрать у Кадзумы его проклятый меч, но Кадзума уже продал меч. После этого вдруг снова пришел Бельдия и рассердился, потому что они не пришли в его замок. Тогда Бельдия намеревался напасть на них. Аква атаковала его, и атака увенчалась успехом, ранив его. Бельдия призвал большую армию нежити, чтобы убить их, но армия нежити преследовала Акву. Тем временем Кадзума заманил нежить в сторону Бельдии, чтобы Мегумин атаковала их магией взрыва. Однако Бельдия был все еще жив после нападения. В конце концов, Бельдия убил подошедших к нему искателей приключений. Даже атака магии воды Кадзумы была успешно предотвращена. Но Кадзума понял, что слабостью Бельдии была вода. Итак, Кадзума и другие искатели приключений начали водную атаку на Бельдию. Мало того, Аква также начала мощную атаку, что ослабило Бельдию, и Аква смогла очистить его с помощью заклинания. Так что Бельдию удалось победить, и даже Аква возродила авантюристов, умерших ранее. Поскольку команде Кадзумы удалось победить Бельдию, гильдия искателей приключений подарила им 300 миллионов. Однако предыдущая атака Аквы уничтожила врата города, поэтому им пришлось компенсировать 340 миллионов. В конце концов, у Кадзумы и Аквы остался долг в 40 миллионов. На следующий день Кадзума хочет получить много денег, чтобы погасить долги. Затем они отправились на миссию по охоте на снежных фей. Прибыв в снежную пустыню, Мегумин использует магию взрыва. Хоть она и победила снежных фей, Мегумин не могла пошевелиться. Мало того, появился зимний сёгун. И так они были загнаны в угол, потому что сёгун был слишком могуществен, но они были бы свободны, если бы преклонили колени и извинились перед ним. Тем временем Кадзума, который спас Даркнесс, был убит, потому что зимний сёгун обезглавил его. После этого Кадзума встретил богиню по имени Эрис. Эрис хочет вернуть Кадзуму в Японию и переродиться, будучи ребенком в богатой семье, и прожить комфортную жизнь. Когда Кадзума захотел переродиться обратно в Японии, Аква, которая исцелила тело Кадзумы, попросил его вернуться поскорее. В конце концов, Кадзума вернулся в тот мир. Они приветствовали Кадзуму, потому что Кадзума умер несчастной смертью.
Несколько дней спустя Кадзума и Аква остановились возле магазина Висаана Лич и генерал короля демонов. Они встретили Вис, которая провожала разбросанных по могилам духов на небеса. Но Аква намеренно разрушила ритуал. В конце концов Кадзума и остальные подружились с Вис. Затем Вис объяснила, что если они хотят сразиться с королем демонов, они должны победить всех генералов короля демонов. Потому что они все еще слишком слабы, чтобы сражаться с королем демонов. Кадзума советует Акве не убивать Вис. Затем Кадзума хочет научиться некоторым навыкам у Вис, и это навык, способный высасывать магическую энергию противника. Кадзума овладел этим навыком с помощью очков навыков, указанных на карте приключений. Потом кто-то пришел. Он позволил Кадзуме жить на вилле в обмен на изгнание злого духа с виллы. Аква немедленно применила святую магию, чтобы прогнать злых духов в этом месте. Однако ночью появилось много кукол, и куклы преследовали Кадзуму и Мегумин. Затем Кадзума ждал Мегумин, которая была в туалете, но после этого куклы загнали их в угол. Аква защитила их и уничтожила злого духа, овладевшего куклой. Они получили вознаграждение за выполнение миссии, и им даже разрешили жить на вилле. Оказалось, что вилла была наполнена злыми духами, потому что Аква поместила святую магию в могилу, поэтому духи поселились на вилле. На следующий день, когда Кадзума был в городе, он получил предложение от авантюриста зайти в магазин суккубов. Они сразу направились в магазин. Суккуб подарит сладкие сны мужчинам, делающим заказы в их магазине. Мало того, они свободны выбирать тип женщины, которую хотят. Конечно, Кадзума был рад услышать это. А ночью Кадзума уснул в ванне. Из-за этого, когда Кадзума проснулся, ему показалось, что он во сне суккуба. Потом пришла Даркнесс, которая хотела принять ванну, и Кадзума очень галантно поприветствовал ее. Без дальнейших церемоний Кадзума попросил ее помыть ему спину. Однако внезапно там произошел переполох. Выяснилось, что Аква поймала суккуба, который хотел подарить Кадзуме сладкие сны. Зная, что Аква и Мегумин хотят ее истребить, Кадзума намеревался защитить ее, чтобы она могла сбежать из этого места. Тем временем Даркнесс думала, что Кадзумой управлял суккуб. Так что Кадзума сражался с ними троими очень мужественно. В конце концов, суккуб сбежал, а Кадзума потерял сознание после того, как они его избили. На следующий день Кадзума солгал Даркнесс и притворился, что его контролировали, даже не вспоминая прекрасное тело Даркнесс. Но на самом деле Кадзума помнил, каким красивым было тело Даркнесс. После этого внезапно появилось предупреждение о том, что Разрушитель направляется в их город. Разрушитель – древнее оружие, способное уничтожить все на своем пути. Зная это, Кадзума намерен сразиться с ним. В противном случае его любимый дом будет разрушен. Тогда все искатели приключений, включая Вис, разработали план, как остановить Разрушителя. Когда они хотели начать битву, Даркнесс раскрыла свою личность Казуми. Ее настоящее имя было Дастинес Форт Лалатина, и она была дочерью знатного владельца города. После этого там появился Разрушитель, и Аква высвободила свою силу, чтобы разрушить печать барьера, чтобы Вис и Мегумин могли использовать взрыв. В конце концов, им удалось свергнуть Разрушителя, и Разрушителю захотелось взорвать себя, и авантюристы тут же убежали из этого места. Тем временем Даркнесс воодушевилась и зашла в Разрушитель. Увидев храбрость Даркнесс, другие искатели приключений присоединились к ней, чтобы защитить магазин суккубов от разрушения. Им удается войти и встретиться с создателем Разрушителя. Есть дневник того времени, когда он был еще жив. Оказывается, королевские чиновники заставили его создать ходячее оружие Разрушитель, но эта штука вышла из-под контроля и разрушила королевство. Тем временем он принял свою судьбу оказаться в ловушке и умирает без сожаления. Затем они прибыли в диспетчерскую Разрушителя, и Вис захотела воспользоваться магией телепортации, позволяющей переместить ядро Разрушителя в другое место. После поглощения магической энергии Кадзумы, Вис может использовать телепортацию и случайным образом переместила ядро Разрушителя в другое место. Но это еще не конец, потому что тело Разрушителя излучает очень высокую температуру. Затем Казума высосал магическую энергию Аквы и передал ее Мегумин, чтобы она могла снова использовать магию взрыва. В конечном итоге Разрушитель превратился в пыль, и горожане вернулись жить мирно. Но после этого у Кадзумы были гости из столицы, и оказалось, что они собираются арестовать Кадзуму, потому что ядро Разрушителя разрушило резиденцию дворянина. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.